Друзья, всем привет! Сегодня 3 октября. Осень продолжается. Погодка неплохая. Скажем, пасмурно, конечно, ветерок небольшой. Там на берегу может даже и большой. Но ничто нас не удержит от новых рыболовных приключений. В прошлый раз хотел обмануть ветер. Дело в том, что обратил внимание, что ветер начинается где-то к обеду, точнее часам к 11. Поэтому пришел рано. Ну как рано, часов в 7 утра. А ветер взял, да не дул целый день. Посмеялся надо мной. Полный штиль был. Весь день был полный штиль. Но сегодня вот опять ветерок я вижу. Ну ладно. Посмотрим, получится ли сегодня на верховую половить. Во-первых. Но если не получится, будем пробовать по дну. Ладно, включусь на месте. Будний день. Не видно ни отдыхающих, ни рыбаков. Некому уток покормить. Поэтому при первом же случае они прямо толпой бегут к тем, кто пришел покормить. В общем, как и предполагал, на берегу ветрище, но не могу пройти мимо вот этих вот струй. В последнее время хоть здесь вообще нифига не клюет. Да, деревяшку сдувает даже тяжелую. Пробую, чтобы в очередной раз убедиться, что ничего нету. Походу первый рыб попался. Такой средний. Да ладно. Подросток. Зато на медовик. Ладно, уже хорошо, уже клюнуло что-то. Что-то есть там, что-то трепыхается. Но что-то не крупное.
Нам, как всегда, интересно, на какую мушку. Поставил я до кучи к сопле германский флаг опять и листопад. Такой чуть-чуть недомер на германский флаг. И гуляй. А ветер-то стихает, тучка-то уходит, сейчас вылезет солнце. Посмотрим, что солнце принесет. Пока что пара штук недомеров. Но и то хорошо. От нуля ушел, как говорится. Обязательно тут вертеться утка, а? Кря-кря-кря. Дождь пошел. Опа. Ну красиво взял. Ну мелкий. Ну что взял? На листопад. Так. Подросток. Иди за мамой, папой. Кто-то там клюнул далеко. Не крупный, по-моему. Он так вообще-то сопротивляется неплохо. Так. Тут главное не сорваться вниз. Ай, не вовремя. Не вовремя, Мася, перезвоню. Что-то там не сильно мелкое. Тихо, тихо. Ну, такой едовой. Ой!
Блин, на что взял? А взял на немецкий флаг. Ох, красиво сейчас взял. Дотащу, не дотащу. Нормальный должен быть. Жаль, камеру не включил. Красивый выход был. Посмотреть хоть на что взял. Чу. Хороший. Ух, трепещется. Сорвался, не увидел, на какой висел. Ладно, потом на видео посмотрю. Ну такой пограничный. Погранично-товарный. Так, сейчас попробуем на видео запечатлеть. Так, что там запуталось? Что там запуталось? Попробуем запечатлеть на видео. Подальше, правда, там не видно будет, наверное, но... Вот так. Сам-то еле вижу ее. Мухота какая-то летает. Недолет, по-моему, был. Вон туда. Так. Да, по-моему, я не отсюда же кидал. Это ж я вон оттуда пришел сюда, по-моему. Пойдем туда. Плывут опять. Поставил деревяшку потяжелее с целью постараться докинуть до границы вон той. Почти. Так, есть что-то. Ух ты. Что-то существенное. Ну что, взял и опять свалился. Ну ладно, в этот раз мы видели. На немецкий флаг взял. Хороший едовой хорюзок.
Ну вот, тяжелая деревяшка поставил. Она дает побольше натяг, когда ветер такой. Ну и летит подальше. Ну, подул, ё-моё. Поближе решил провести. Тут мелочь какая-то ловится за этим, за камушком. Ну, сошел. Сейчас проверим еще разок. Тут поближе, может, что-то есть посерьезнее. Далеко пока кинуть ветер не дает. Если не перестанет, перейдем на донную ловлю. Вот за этим камушком сейчас проверим, что там есть. Да, даже тяжелую деревяшку сдувает. Что началось-то? Все ж так хорошо складывалось. Ну, подул и хватит. О, выход был. Крупнее, видимо. Что-то еще прицепилось. И трещи не перестает. Зараза. Насоплю. Ага, хорошенький. Хорошечный. Так, надо его сфотографировать. Какой-то мелкий прицепился. Отцепился. Тоже похоже на соплю-то был. И опять что-то там есть. Прямо нравится мне это место. Не зря тут мужики заходят в болотниках и в забродниках. Но ветер прям даже не чувствуется. Рыба натягивает как тетиву шнур. Неплохо. Опа! На что взял? Взял на листопад. Листопадушка работает. Что
Что-то там не крупное прицепилось. Да, ветер. Хоть бы маленько изменил направление, прям как в глаз дует. Зараза. Ну чё, на немецкий флаг. Так, мелкий. Гуляй. Так, что-то есть. Темнотища стало. Наверное, ничего не видно будет в камеру-то. Туча пришла. А, что-то там прыгает не очень крупно. Сопротивляется как полкилограммовый. Ну, вообще-то неплохой. Не, мелковатый. На что взял? На листопад. Отпускаем. Таких мы не берем. О, сам ушел. Давай. Ага. Пошел. Красавчик. А у нас опять крупа. Ну, нам это не страшно, не мочит же. Не дождь. Крупа не дождь. Зима скоро, однако. Одно плохо, пока крупа долбит по воде, хариус муху не видит на воде. Я так понимаю. Так, что-то прицепилось опять. Хороший выход был. Хариус какой бойкий сегодня. Весь активный. Идет навстречу, идет. Прям к берегу идет. Тут. На листопад. Красавчик. Красавчик. За нижнюю губу. Интересно, почему народу нету. Ветер затих опять. Ну, дунет, и затихнет, подует, затихнет. Клюет неплохо. Кабанчиков пока нету, ну, товарный. Мелочи почти нету. Эч. И народу нету. Ну, рабочий день, но пенсионеры-то всегда тут вроде бывали. О, какой ледокол. Пойдем пониже сходим.
Что там интересного? Ага. Вода упала. Интересно, смогу ли я там перейти на остров, который называется Собачий. Похоже, что перейти-то не удастся. Тут надо идти в болотниках как минимум. А у меня-то сапоги такие нейлоновые. Даже на снегу промокают. Ну вот такая вот тут такой ручей течет. Ага. Не получится перейти, хоть не особо-то и глубоко, как я понимаю. Но не получится. Ну и ладно, пойдем обратно. Хых, мелкий. Мелкий барбос на немецкий флаг. Так, а еще раз на камеру. На камеру не хочет. А подальше. Вертолетом летит. Что-то тут запутался листопад. То ли кого-то везет, то ли за кем-то летит. Сейчас на острове Татышев там... ну мы же на Татышеве, за Октябрьским мостом сядет. Так. Хыч. На камеру не хотит. Ну чё? Смотришь, кормить не будут. Обходной маневр.
Так, друзья, ветер не дает толком ловить на деревяшку, на верховую снасть. Переходим на донную. Деревяшку снял, убрал. Достал Ваньку-встаньку, прицепил. Все, теперь это у нас донная снасть. Пойдем ловить по дну. С первого заброса что-то прицепилось. Там не крупная, конечно. Но сам факт. Опа, и отцепилась. Ну и ладно. Ловим дальше. И снова на деревяшку что-то там прицепилось. Но похоже не крупный. Дождь с крупой продолжает сыпать. Насоплю. Не товарный. Гуляй, подрастай. Что-то есть. Ну, не крупный, наверное. Да, такой не особо. Таких не берем. На что взял-то? На немецкий флаг. Так, иди гуляй. И следом, наверное, такой же. Даже поменее. Да, вообще килька. Опять на флаг. Иди зови что-нибудь покрупнее. Так, что-то тянем. Что-то слишком трепыхается для крупного, наверное. Вообще-то упирается так как следует. Что такой нервный-то? Может, зацепился еле-еле. А может, травы пучок тащит с собой. Хорошенький. На что взял? На немецкий флаг.
Опа. Есть. Да хороший. Взял на эту опять. На немецкий флаг. Красавчик. Мелкий прицепился. На деревяху. Сошел. Сошел. А на камеру? А на камеру ничего. Вот он, красавчик. Максим Горький. Красавец. Красота какая. Красотень. Ну, еще полчасика. Утка опять чуть не запуталась. Опа. Что-то там есть. Что-то там есть, не хочет есть. Ну. Опа. Хватанул.
Не особо крупный, кажись. Сейчас посмотрим. Ага, посмотрим. Сошел. Но будем считать, что не особо крупный был. Еще выходы есть. На камеру-то клюнет, нет? Не хочется. Не хочет. Эх, какой был всплеск. Красота неописуемая. Ну ладно, друзья, на сегодня рыбалка, к сожалению, закончилась. Надо ехать. Ну и время уже. В принципе, неплохой был день. Надеюсь, еще свидимся. От могучей сибирской реки нам не просто уехать домой. Вот такой мы. В принципе, неплохой был день. Ветер чередовался безветрием, поэтому удалось половить в основном на деревяшку, на верховую. Вся рыбка поймана была. Одного только, по-моему, я по дну поймал. На Ваньку-Станьку. 100 тысяч карат, а еще здесь перекат на закате журчит. Груз под камушком звонко стучит по течению. Ну и сейчас вот ветер стих совершенно. Но рыбалка уже закончена. Едем домой. Взмах, подсечка и схватки азарт. Сильной рыбой борьба и успех. Надеюсь, погода даст еще порыбачить нынче. Ориентировочно послезавтра. Суббота будет выходной день. Свежий ветер с реки. Вот и все. Придем еще. Шелест листьев развесистых ив. Маленько приходит понимание в поведении Хариуса в этом месте. Легкий шепот дождя, как мотив. На гитарный настроен на лад. И все вместе споем. Надо будет проверить.
эти соображения. Ну ладно, все, всем пока. До следующей встречи. И схватки, азарт, с сильной рыбой борьба и успех. А за это и выпить не грех. Даже если в дорогу домой нам придется рюкзак собирать, впечатления эти с собой мы возьмем, чтобы их вспоминать, ведь здесь перекат на закате журчит, груз под камушком звонко стучит. По течению вниз за собой дразнит мушками рыбу настрой. Вдруг почувствуешь в руку удар, взмах, подсечка и схватки, азарт, с сильной рыбой борьба и успех. А за это и выпить не грех. Ну, за рыбалку.